НАТО ударило по военной технике Москвы, открыт огонь на поражение. Что стало целью? Президент вышел с заявлением. Путин приказал атаковать противников, публичный приказ и заявление о поражении, а также резонанс. Кто начал войну? Ответ Киева. Удар возмездия, новые цели определены. Зеленский объявил о новой спецоперации. Войска стянуты к столице. Военные требуют отхода с позиции. ВСУ экстренно запросили эвакуацию. Что произошло? Поляки вынесли вердикт Зеленскому. Отрицательный рейтинг украинского президента. Детали. Пошло на дно. Удар России для Турции. Как ответит Анкара? Дармоед в Киеве. Иран повышает ставки. МИД страны официально заявил о целях в Украине. Атака на самолет президента. Покушение на лидера страны. Арест немецких военных и новое правило для россиян. Главный вопрос – чей Крым? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко», 27 июля на календаре. Давайте начнем. День траура объявлен в украинском Чернигове. Прилет реактивного дрона по одному из самых популярных в Украине сетевых продуктовых супермаркетов. Погиб ребенок и молодая женщина, сообщили местные власти, и еще 20 человек обратились за медпомощью. Украинские силовики заявили, что для атаки на Чернигов Россия использовала модернизированный ударный БПЛА «Герань-4», оснащенный видеокамерой. Зеленский после этого выступил с экстренным предупреждением. Будет удар возмездия. На Банковой анонсировали новую спецоперацию на территории РФ. Киев расширит удары вглубь России, вплоть до Урала и Сибири. Зеленский говорил, что украинские дроны преодолевают отметку в 3000 километров, а список приоритетных целей в РФ уже обновлен для новых атак. Зеленский намекает, ВСУ будут бить туда, где нет российской ПВО. В заявлении говорится, что многие объекты сейчас уязвимы, поскольку ключевая ПВО РФ и войска противовоздушной обороны стянуты на защиту Москвы, Петербурга, резиденции Путина и Крымского моста. Но дипстрайки, то есть дальнобойные удары, это не только месть, а очередная попытка усадить Путина за стол переговоров. И Зеленский уверяет, что Кремль лично получил от Киева все предложения. Послушайте. Главная цель, чтобы наше дальнобойное давление еще сильнее подталкивало Россию к дипломатии за счет усложнения производства компонентов для вооружений, потери в нефтяной и других отраслях экономики, а также возвращение этой войны в ее родную гавань. Мы передали политическому руководству России все необходимые предложения для завершения войны достойным миром. Все партнеры знают, что для этого необходимо. НАТО ударило по военной технике Москвы. Авиация Альянса открыла огонь по российскому дрону. Так звучит официальное заявление из Румынии. Сбит третий дрон за 3 суток. Бухарест поднял авиацию, вызвал посла России и потребовал прекратить провокации. Румынский F-16 взял на прицел и после выстрелил по БПЛА над Черным морем, над территориальными водами страны, в районе Сулины, говорится в заявлении Бухареста. Там уже опубликовали данные расследования и уверяют, что первый из 3 дронов, который был уничтожен 24 июля, прокуратура опознала как российский шахед «Герань». Фрагменты 2 других пока ищут и после готовы опубликовать данные экспертизы. По итогам расследования Бухарест выдвинет России официальный дипломатический протест, написал президент страны. Недопустимо и нетерпимо, что Российская Федерация продолжает нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы вместе с союзниками относимся к ним с предельной серьезностью. Румыния заявляет о 33 фактах нарушения ее воздушного пространства с начала Большой войны. В Минобороны при этом напоминают, что сбивать дроны начали только сейчас. Эти 3 перехвата стали первыми в истории страны и сразу же вызвали спор внутри Румынии. Оппоненты власти возмущались, зачем поднимать в воздух сразу несколько истребителей и тратить дорогие ракеты ради дешевого дрона. Ответил на нападки лично министр обороны Раду Мируца. Он заявил, что дело не в стоимости операции, а в том, что никто из людей не пострадал. Путин заявил о поражении. Кремль уверен, Запад потерпел фиаско. Попытки ЕС и НАТО вытеснить Россию из сферы глобальной безопасности и обороны провалились, говорится в заявлении, а изолировать РФ не получилось.
Это один из тезисов длинной речи Путина на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Напомню, накануне там проходили торжества по случаю Дня ВМФ России. По словам Путина, суть изоляционного провала заключается в том, что с ударными силами Москвы все еще хотят проводить масштабные учения. Речь о совместных с РФ военных маневрах, в том числе в море. Он уверяет, что количество международных учений с союзниками только растет. Деталей Путин не привел, но заявление прозвучало на фоне недавних учений России и Китая. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит. А еще Путин публично приказал атаковать противников. Таким должен быть ответ тем, кто попытается перехватить теневой флот РФ. Путин заявил, что действовать надо аккуратно, но решительно, и назвал страны Запада, которые борются с теневым флотом, пиратами. Кроме того, уверяет, что держит ситуацию на контроле и читает военные блоги и даже некоторые паблики о войне. Часть информации назвал информационным мусором, но при этом самый широкий резонанс вызвали заявления Путина о том, что это не Россия начала войну и атаки на Киев и другие города Украины, и агрессии в действиях Москвы в целом нет. Путин уверен, что все было наоборот. И агрессии никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. В Украине уже напомнили Путину, что Юго-Восток Украины – это не территория России, и 12 лет назад, когда начались первые боестолкновения, ею также не была, а внутренние события в стране никак не касались самой России. В то же время Путин заявил о распаде и захвате всей Украины. По его мнению, Киев неизбежно потеряет свои западные земли, и они достанутся не России, а Польше, Венгрии и Румынии. Также прозвучало, что единственным гарантом целостности украинского государства всегда была РФ, но теперь ситуация изменилась, и Киев лишился защиты, объявив Москву врагом. Кроме того, руководство Украины Путин назвал пауками в банке, которые в итоге сбежат за границу. Военные требуют отхода и эвакуации с позиции ВСУ, экстренно запросили помощь. Срочное обращение к военному командованию и обществу в целом. Военные 108-й бригады теробороны, которые уже более полугода находятся на передовой на запорожском направлении, выложили в сеть эмоциональное видео. Главный месседж: в последние месяцы на передовой тяжелая ситуация. Солдатам не хватает еды, воды и медикаментов. Они еле сводят концы с концами. Доставка провианта, объясняет военный, стала практически невозможной из-за нарушенной логистики. Под этой публикацией появились другие посты, тоже крики о помощи. Родные военнослужащих из этой же бригады теробороны жалуются на отсутствие ротации и требуют ее провести. В связи с этим, а также учитывая наше физическое и моральное состояние, нам уже очень тяжело продолжать нести боевое дежурство. Обращаемся к неравнодушному украинскому обществу с просьбой максимально распространить информацию об этой ситуации и донести до командования, что нам необходима как можно более срочная ротация или вывод с позиции. После резонансного обращения командование армейского корпуса, которому подчиняется 108-я бригада теробороны, подтвердило, что логистика в указанном районе действительно очень сложная из-за высокой активности средств РЭП России. Были случаи, когда дроны с продовольствием просто сбивались с курса. Чтобы решить проблему, для доставки продуктов уже привлекли дополнительные экипажи операторов-беспилотников. А вот с ротацией все намного сложнее. Пока что она затягивается, и вот почему. Цитирую. Родным и близким этих военнослужащих была предоставлена вся информация о причинах, по которым предыдущие попытки провести ротацию оказались невозможны. Им также разъяснили все возможные риски, связанные с проведением ротации, в частности, плотное минирование путей подъезда и постоянную угрозу ударов вражеских FPV-дронов. Поляки вынесли вердикт Зеленскому. 3/4 опрошенных в Польше против президента Украины. Даже избиратели правящей коалиции больше не единодушны.
Новый опрос для издания «Виртуально Польска» показал, деятельность украинского лидера отрицательно оценивают 75,8% поляков, положительно лишь 16,9%. Скепсис усилился после того, как Зеленский не отменил присвоение одному из подразделений ВСУ имени Героев УПА и вернул орден Белого Орла, который решил отозвать президент Польши Кароль Навроцкий. Вот как разошлись мнения о поляках в зависимости от их политических взглядов. Электорат правящей коалиции разделился пополам. 45% оценивают президента хорошо и ровно столько же плохо. Среди избирателей оппозиции критика почти единогласная – 94%. Еще резче настроены сторонники конфедерации и конфедерации Короны Польской. Ни один не оценил Зеленского положительно, 97% негативно. Удар России для Турции. Российские ракеты потопили судно страны НАТО. 10 погибших. Турецкий сухогруз Golden Leo пошел на дно вечером 26 июля в Одесском заливе. 19 июля россияне ударили по нему 3 крылатыми ракетами Х-59, Х-69 прямо на выходе из порта. Тогда на борту вспыхнул пожар, погибли 10 человек, 9 это иностранные моряки из Сирии и Индии. Самому молодому было 19. Вместе с ними погиб и 66-летний украинский лоцман. Всю неделю поврежденное судно держалось на плаву у берега, а вечером в воскресенье стремительно ушло под воду вместе с грузом зерна. По оценке украинских аграриев, страна уже потеряла около трети мощности по экспорту зерна. В Москве же заявляют, что поразили судно с военным грузом. Дармоед в Киеве. Так официальный Тегеран обозвал Зеленского и пригрозил ответным ударом за атаку на иранское судно в Каспийском море. Заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он прямо обвинил Зеленского в ударе по кораблю, а также напомнил, что жертвой этого нападения стал моряк. Аракчи считает произошедшее вопиющим нарушением устава ООН и утверждает, что удар был нанесен Украиной по указанию Израиля с целью втянуть Европу в конфликт. Также Аракчи рассказал, что обсудил инцидент в Каспийском море с главой дипломатии ЕС Каллас и министром иностранных дел РФ Лавровым. В Тегеране предупредили, действия Киева не могут остаться без ответа. Напомню, на днях Зеленский опубликовал пост, в котором заявлял об очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. Речь шла о кораблях, задействованных в перевозке военных грузов между Ираном и Россией. При этом конкретно о судне, о котором говорит Иран, Зеленский не писал. Атака на самолет президента и ракетный удар по правительственному борту. Цель номер один – борт номер один. США обвинили Иран в подготовке убийства Трампа. По данным CBS News, во время саммита НАТО в Турции американская разведка вскрыла заговор связанных с Ираном сил, которые готовились сбить самолет президента США. Угрозу признали достоверной, и секретная служба срочно поменяла план возвращения президента. Детали публикуют только сейчас, спустя 2 недели после саммита в Анкаре. В Турцию Трамп прилетел, напомню, на новом Боинге, подаренном Катаром, стоимостью $400 миллионов. Но обратно его отправили на старом Air Force One. Причина – новое авиасудно пока не имеет полного комплекса обнаружения ракет и защиты от них. А у прежнего борта такие системы есть. Лазер способен ослепить летящую ракету и увести удар в сторону. Эта ситуация подняла вопросы о безопасности нового самолета. Послушайте. Новый Air Force One полностью безопасен для поездок президента, но осенью получит дополнительные доработки и усовершенствования, на которые уйдет примерно месяц. Все это время президент будет летать на старом Air Force One. Литва опускает занавес. Вильнюс выпустил предупреждение для россиян и белорусов. Тех обяжут публично выступить против Кремля и признать Крым украинским. Литва закрывает страну для сторонников войны. МИД республики подготовил поправку к закону о санкциях. В официальном документе говорится, что в страну не хотят пускать российских и белорусских деятелей культуры, науки, спорта и шоу-бизнеса, если те поддерживают войну против Украины или выступали на оккупированных украинских территориях. Ведомство объясняет свои действия так.
Концерты и выступления враждебные режимы используют как инструмент пропаганды и мягкой силы. Еще одно ограничение на покупку недвижимости у стратегических объектов и полигонов. Белорусам без вида на жительство ее закроют полностью, а россиянам эту возможность урезали еще раньше. Все запреты хотят ввести с 1 января, а для тех, кого в страну все же впустят, МИД готовит особое условие. МИД предлагает, чтобы желающие приехать в Литву для образовательной, культурной или спортивной деятельности были обязаны подписать декларацию, в которой осуждали бы российскую агрессию против Украины, выражали поддержку Уставу ООН и его принципам независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международных признанных границах. Эта декларация будет опубликована публично. Позор Бундесвера. Элитный спецназ под следствием. В Германии готовится арест немецких военных. Речь о героях Кабула, которые в августе 2021 года вывезли из Афганистана и спасли от действий талибов 5000 человек. Тогда под выстрелами и в панике они удержали аэропорт Кабула. После практически 5000 бойцов были награждены медалями, а президент Штайнмайер лично благодарил их за мужество. Но теперь репутация оказалась под ударом. По данным Bild, прокуратура Кемптона возбудила дело о краже против 5 десантников, которые, как оказалось, успели провернуть свои черные дела в аэропорту, охваченном паникой. Героям светит от 6 месяцев до 10 лет тюрьмы. О деле уже доложили министру обороны Борису Писториусу. Расследование продолжается. А вот что именно, по версии следствия, присвоили вооруженные немцы. Элитные бойцы, согласно обвинению, совершали свои кражи в военной части аэропорта, в магазинах, которыми управляли афганцы. Там были лавки, торговавшие, среди прочего, военным снаряжением. Вооруженные солдаты предположительно присвоили себе футболки и патчи, тканевые нашивки на форму. Также сообщается о краже ножей. Автобус ВАТ снова в пути. В Польше опять курсирует так называемый дьявольский автобус номер 666, который несколько лет назад отменили из-за жалоб религиозных организаций. Маршрут начинается в Кракове, а заканчивается в городе-курорте Хели, чье название очень созвучно с английским hell, то есть ад. На регулярной основе автобус запустил перевозчик Flixbus. Ранее в компании заявляли, что число 666 было выбрано намеренно как элемент маркетинга, чтобы повысить узнаваемость этого маршрута на популярном туристическом направлении. Маркетинг явно сработал. На первый рейс съехались туристы со всей Европы, в том числе из Германии и Нидерландов. Стоимость путешествия из Кракова в Хель около $25. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Бредко».